Добрый день, друзья! С вами вновь ваш доктор Куров. Рад новой встрече с подписчиками моего канала. И сегодня, надеюсь, у нас будет снова непростая, но очень увлекательная тема, которую зададут те подписчики, которые ранее подписались на канал. Здравствуйте, Вадим Александрович. Подписчиков интересует такая проблема – синдром отложенной жизни. Причины. Несколько шагов к решению этой проблемы. Синдром отложенной жизни – признаки, как бороться. Когда мы ранее с вами говорили о прокрастинации, мы частично затрагивали те или иные проблемы и закономерности. Ссылка на ролик в описании. Но давайте рассмотрим проблему на примерах. Например, я, как врач, часто встречаю людей, которые живут в ожидании светлого будущего. И свое безбедное существование откладывают на потом. Чаще всего на то время, когда выйдут на пенсию, освободятся от всех обязательств и, наконец, заживут в свое удовольствие. Это безобразие. Вы что, тут с ума все посходили? Я пожалуюсь в общество защиты прав потребителей. Ваша шавка опять наделала на плитку. Слушай этого старика, например. Андерс! Но что интересно, когда это время наступает, и они остаются наедине с собой, это действие не их выбора, а государства, времени, устоев общества, то есть каких-то внешних обстоятельств. А вот пользоваться своим выбором они до седых волос так и не научились. Сбоит у них эта функция, буквально искра высекает. Начинаются всякие болячки, стоны, охи, стенания на здоровье и жизнь. И они днями проводят в приемной поликлинике. Прости, я хотел прийти вчера, но не смог. Весь день был какой-то сплошной дьявольский цирк. В дом напротив въехали новые соседи. Что нынче стало с людьми, просто слов нет. Все лентяи и косорукие. Болезни их съедают буквально за несколько лет и не дают насладиться ожидаемой свободой. Что называется, хотели как лучше, а получилось как всегда. Скажете, случайность? А нет. И вторая закономерность. Любое заболевание, которое течет в организме в среднем больше 4-6 месяцев, в медицине называется хроническим. То есть, когда острое заболевание становится непрерывным или постоянно обостряется на фоне полуздоровья. То есть, организм перестает воспринимать заболевание как опасное, чужеродное и встраивает его в свою условную норму. Он перестает бесплодно, по его мнению, тратить усилия, все равно не побеждая. И он признает территорию противника своей, родимой. Опасные явления, дающие патогенным процессам обходить иммунную систему организма. Почему я вас утомляю такими подробностями? А ведь в нашей жизни все устроено крайне просто. Все, с чем мы вынуждены жить относительно долго, например, больше тех самых 6 месяцев, нами начинает восприниматься как норма, простая привычка. Будь то непрекращающиеся неприятные ощущения, шум товарняка за стеной, жизнь в концлагере или ежедневные расстрелы. Я еще чувствую пальцем. Да хватит. Подъем, салага! 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 Постой, постой. Слушай. Ладно, давай. Вот мы и привыкаем к этому ощущению выученной беспомощности в том, что от нас ничего не зависит, и мы можем лишь надеяться на то, что все произойдет само собой. Конечно. Это выученная беспомощность. Знакомы с доктором Мартином Селигманом? Селигман проводил эксперименты на собаках. Он садил их в клетку с барьером посередине. Одна сторона была под напряжением, другая нет. Сначала, когда он бил их током, они перепрыгивали барьер, чтобы уйти. Потом подвел напряжение к обеим сторонам. И было не выбраться. Не было веры в то, что они могут что-то изменить. Он открывал дверь клетки, а собаки даже не пытались уйти. Это выученная беспомощность.
А если эти привычки еще и передаются из поколения в поколение, поддерживаются социумом, низкой гражданской активностью, отсутствием социальных лифтов, дискриминационными правилами, ограничениями, страхом, наказанием, избавиться от них на отдельной территории становится почти невозможно. Вот и живет большинство нашего прекрасного населения в бесконечном ожидании счастливого будущего. А спроси нас, откуда мы его ждем, ответим: дадут. Так и хочется добавить. Догонят и добавят. Ждем благодеяния не от себя, не любимых, а от пенсионного фонда царя-батюшки, манны небесной или еще какой-нибудь метафизической блаженной дури. О чем думаешь, Юрий Венедиктович? О России думаю. И днем, и ночью думаю, как сделать так, чтобы каждый россиянин, обычный работяга, жил хорошо в нашей многострадальной стране. Так вот, называй причины таких ожиданий социокультурные, семейные или врожденно-генетические факторы, легче не становится. Не забывайте подписываться на наши социальные сети, ссылки в описании внизу, в которых вы сможете задать мне вопрос и пообсуждать в нашем чате данную тему. Не забывайте ставить лайки, подписываться, нажимайте на колокольчик, делитесь, ругайтесь, соглашайтесь, но только не оставайтесь равнодушными. Владимир Серкин, исследовавший истоки этого явления, отмечал, что жизнь в отложенном сценарии имеет определенные выгоды. И я в своей практике сталкивался с подобными установками, если не в каждом первом, так уж точно в каждом втором случае. Все теоретические советы по типу «хватит ждать, начинайте действовать», «не храните вещи до наступления дня X», «пользуйтесь ими сейчас», «получать удовольствие от настоящего», «не стоит откладывать и отказывать себе в маленьких удовольствиях», «минимизируйте отвлекающие факторы» не работают на практике. Когда-то лет 20 назад мы с женой решили: хватит жить ожиданиями, даже если они кажутся радужными. Не будем упускать любого момента и жить здесь и сейчас. Не скажу, что мы научились сразу и распластались в блаженстве. Но эта фраза часто нам вспоминается, если мы хотим совершить побег от этих привычек. И серьезно отрезвляет. Стоп! Осмотрись вокруг. Жизнь уже идет. Не жди, живи сейчас. А вот клиентов приходится сращивать с этой непривычной для них мыслью, иногда годами, и прививать ее вновь и вновь. Потому что при каждом удобном случае или влияние окружения, или каких-нибудь других факторов, они норовят сбросить этот новый росток и окунуться в прежнюю унылую рутину беспомощности. Так что мы идем маленькими, смелыми шажками. Боимся, но делаем. Осознаем, ошибаемся. Но без таких ошибок и следующих за ними прорывов жизнь останется безрадостной и бесцельной. Делитесь своими мыслями, вопросами, пожеланиями, комментариями под этим роликом. И если вам будет интересно, с вас лайк. Также подпишитесь на канал. Порекомендуйте его своим друзьям. Подпишитесь на телеграм-канал и Яндекс.Дзен. Ссылки в описании. И мы с вами сможем сделать эти встречи еще чаще и поговорим о множестве путей выхода из самых разных затруднительных ситуаций с тем, чтобы делать более решительные шаги навстречу своему будущему. Будем снова учиться брать судьбу за жабры и ни за что ее отпускать. До новых встреч! С вами был архитектор судеб, ваш доктор Куров.